Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как сделать вот такую вот капельку. Подвесная такая сумочка для цветочков. Пряжа у меня джут. И джут бывает толщиной разный. Бывает и толстый такой шнур, бывает и вот у меня он более тонкий, поэтому я буду вязать из двух нитей. Значит, делаем кольцо амигуруми. Крючок у меня номер 4. Все хорошенечко поправляем. Чуть-чуть колечко, чтобы было удобно. Обязательно его чуть-чуть сузим. Одна воздушная петля подъема. И теперь в само кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Затягиваем наше колечко очень хорошо и туго. И теперь сразу в первую петельку находим ее. Вот она у меня. Сразу в первую петельку я буду провязывать 2 столбика без накида. Это будет у меня прибавка. Не будет у меня здесь соединительных петель воздушных, там как должен быть круг. У меня круг без всяких этих заморочек по спирали. Итак, значит, первая у нас петля была прибавка. 2 столбика было без накида. Следующий также у нас идет 2 столбика без накида. Вяжем таким образом по кругу в каждую петельку по 2 столбика без накида. Сейчас у нас с вами идет третий ряд. Сразу в первую петлю также провязываем 2 столбика без накида. В первую петельку возвращаем наш маркер. И теперь идет у нас 1 петля. Дальше идет прибавка. Это 2 столбика без накида в 1 петлю. Следующий столбик у нас идет 1 столбик без накида. А следующая идет прибавка. Таким образом вяжем до конца ряда. Четвертый ряд. В первую петлю провязываем 2 столбика без накида. Это будет всегда повторяться. Возвращаем в первую петельку наш маркер. Следующая петля это 1 столбик без накида. Следующая петля также 1 столбик без накида. Следующая петля прибавка. Теперь у нас будут прибавка и 2 по 1 столбику без накида до конца ряда. Следующий у нас идет 5-й ряд.
Первая петля это у нас прибавка. Возвращаем маркер. Дальше у нас идет столбик без накида первый, столбик без накида второй, столбик без накида третий, и следующий идет прибавка. В этом ряду мы будем чередовать прибавка и 3 столбика без накида, прибавка и 3 столбика без накида. Шестой ряд. Первая петелька это прибавка. Возвращаем маркер в первую петлю. В этом ряду у нас будет идти прибавка вот это вот и 4 столбика без накида. Прибавка и 4 столбика без накида. Седьмой ряд. Первый идет прибавка, а следующий идет 5 столбиков без накида. Прибавка и 5 столбиков без накида. Восьмой ряд. Первая петелька это прибавка, дальше идет 6 столбиков без накида. Прибавка и 6 столбиков без накида. Теперь на этом, в принципе, можно закончить делать наш круг. Сейчас он у нас получается около 14 сантиметров. Можно его отгладить и продолжить уже рисунок. Но я сделала еще пару рядочков, и у меня получилось 17 сантиметров. По рисунку можно высчитать, как бы, да, по вот этим кругам можете у меня посчитать на видео. В принципе, я вам тоже покажу, потом буду также их считать. Чем больше круг, соответственно, тем больше получится сумочка. Итак, в первую петельку мы провязываем с вами теперь 3 столбика без накида. 2 и 3. Ставим маркер во вторую, получается, в центр из этих 3 столбиков. И продолжаем по кругу вязать просто столбики без накида. Следующий ряд и последующие мы будем также повторять все точно так же. Ставлю нашу первую петельку
где вообще первый ряд был, да, маркер, ну, он, в принципе, не нужен был. Там, где у нас был маркер вот это вот из 3 петель, сейчас в этот маркер мы также провязываем 3 столбика без накида, возвращаем маркер во вторую петельку, ставим в центр. Этот первый, в принципе, даже и не нужен уже. И по кругу остальные все петли мы провязываем просто столбики без накида. Провязать нам нужно таких рядов без изменений где-то 9 рядочков. Чем выше сделаете, тем, соответственно, больше будет сумочка. Можете сфотографировать, посчитайте, сколько у меня получилось рядов в общем в итоге. Примерно получилось где-то 19-18 рядов. Вот. Если вы хотите больше, глубже сумочку такую, тогда можно и сделать побольше. Делаем столбик без накида, и сюда я провязываю 15 воздушных петель. Это у нас будет как бы ручка, да, вот это вот подвеска сама. И сюда же, где мы вязали столбик без накида, сюда же нужно провязать также столбик без накида. Вот таким образом. Теперь отсчитываем, посчитайте, сколько у вас полностью петель, и делим их на 4 части. У меня получилось по 17 петель. Отсчитываю от нашей подвески 17, и в 18 я ставлю маркер. Также с этой стороны отсчитываю 17 петелек, и в 18 я поставлю маркер. Теперь продолжим вязание столбики без накида и дойдем до маркера. После маркера мы начнем делать убавление. Смотрите, за переднюю дужку с одной петельки и со второй петельки за переднюю дужечку вот так вытаскиваем рабочую нить и потом провязываем. Следующие 2 петельки провязываем точно так же. За переднюю стенку захватили рабочую нить и провязываем. Теперь мы делаем с вами убавки до следующего маркера. Когда мы дошли до маркера, его можно убрать, и провязываем до подвески по одному столбику без накида. Теперь подвеску мы пока не трогаем, разворачиваемся. И смотрите, вяжем уже как бы назад за стеночку петли, захватываем нить и вытаскиваем. Такая соединительная петля. Можно сразу захватывать вот эту вот заднюю стенку или там что там, дужку, перемычку, в общем, как хотите это назвать. Можно сразу за нее тоже вытаскиваем сразу через все петельки рабочую нить. А можно вязать просто за верхнюю стеночку петельки. Так даже будет вязать намного гораздо легче. Вяжем таким образом до, получается, как бы весь ряд до нашей подвески.
Когда мы дошли до подвесочки, теперь здесь все делаем то же самое. Всю подвеску мы обвязываем такими как бы назад соединительной петлей, да. Это у нас идет соединительная петля, и вот мы ее обвязываем. Только шаг идет назад, а не вперед. И все. На этом наше вязание с вами будет закончено. Теперь здесь нам нужно пропустить ниточку, как бы ее там закончить вязание. И дальше покажу, что мы делаем. Теперь, чтобы она выглядела более-менее красиво, наша сумочка, подвесочка, переходим с задней стороны, подходим, эту нить подводим поближе к нашей подвесочке. Вот так вот. И прям туда к ней в ножку. Так, и теперь мы просто обматываем самим джутом эту подвесочку. В несколько раз нам нужно ее просто обмотать. Обмотали, и в другом, как бы с другой стороны, мы просто закрепили. И теперь нашу ниточку нужно спрятать хорошенечко сзади нашего вязания. Ее нужно отпарить, и все. Вот наша такая вот красивая капелька готова. Если вам все понравилось, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Если что непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить. Всем пока-пока.